Криптоэнтузиасты, максимальные иксы вам в хату в этом 2025 году. Я думаю, что у нас бычка состоится все-таки. Все-таки она состоится, ибо просто если она, нормальная бычка, не состоится, ну это будет печальненько. Итак, ну что, биток у нас 0,3%. Все как всегда, мурыжат. Суббота, выходные, Пора, конечно же, вырываться на природу. У кого есть возможность, делайте это, ибо жизнь не очень длинная, а она короткая. Что у нас по криптовалютам? Буквально мы видим то, что некоторые альткоины потихоньку восстанавливаются, но здесь есть некий негатив. Я смотрю на свой портфель, и у нас на 30-дневке формируется медвежий флаг. И это очень плохо. Это очень плохо, потому как могут это все дело слить, обронить, и будет тогда очень плохо. Будет, конечно же, тогда очень-очень плохо. Итак, биток закрепляется в диапазоне 84-200, и это очень хорошо. Если бы мы, допустим, падали бы на выходные, ушли бы ниже 83, то у нас была бы открытая дорога там намного ниже. Solana 129. И в принципе, давайте мы посмотрим доминацию USDT. Давненько я там ее не рассматривал. Что у нас по статистике YouTube канала? 43,4% смотрят канал с подпиской. 0,1 добавилось буквально. Вам это не составит труда, мне будет очень приятно, если вы сделаете подписку, лайк, комментарий какой-то. Итак, по статистике у нас Германия, смотрите, на 3-м месте смотрит мой канал. Блин, делаю субтитры на германском языке. Великобритания, Беларусь. Нужно, поработать с субтитрами. Украина на 1-м месте, Россия на 2-м, Германия 3-е. Нужно этому придать значение. Великобритания 4-я, Беларусь, Нидерланды, Казахстан, Соединенные Штаты даже смотрят, Польша, Узбекистан, Франция, Чехия. У меня есть субтитры английские, значит мне нужно поработать с германским языком. Германия, нам нужны субтитры. Мало ли там Das ist fantastisch, кто-то еще посмотрит на немецком языке. Я когда-то изучал немецкий язык. Просмотры 6000 просмотров, просто шикардос. YouTube потихоньку начинает продвигаться. У нас уже, кто не в курсе, уже более чем 5000 подписчиков. И это просто прикольно, друзья. 5398 подписчиков. Длительный период времени я занимаюсь этим ютубом. Дал очень большое количество энергии своему YouTube каналу. Я не забросил все это дело. Продолжаю, конечно же, ним заниматься. Я думаю, что в отдачу вам было бы просто несложно просто подписаться. Потому как многие думают, что там миллионы долларов ты можешь, заработать на ютубе. Но нет. Итак, с самого утра нужно хапануть кофейку. Я, конечно же, проснулся намного раньше, 1,5 часа тому назад. Я уже и воды попил. Утро должно начинаться всегда с прозрачной, родниковой, чистой воды. Только потом ты должен пить какой-то там кофе, какао с молоком, будь и чай с молоком, как говорил Папанов. И какао с водкой. Вот. Шампанское пьют по утрам или аристократы, или дегенераты. Если мы в 2025 году не будем пить шампанское, значит мы дегенераты. Если мы будем пить шампанское, значит мы аристократы. И заработали эти бабки на криптовалюте. Итак, лайк, подписка, комментарий. Давайте-ка мы посмотрим DXY. Здесь он чуть-чуть не радует. Это у нас дневка. DXY у нас знатно падал. И сейчас уже здесь формируется какой-то отскок. Я, в принципе, думал, что у нас будет отскок примерно с диапазона 105 пунктов. Но опустили ниже. Ниже опустили, и это хорошо. Здесь, конечно... Ой. Извиняюсь, икота. Уфидот. Здесь, конечно, у нас есть некий имбаланс, и мы можем его перекрыть. Также мы можем прийти в верхнюю часть канала. Вот сюда вот. В принципе, вот так вот по DXY могут они срисовать все это дело. И это будет, конечно же, какая-то коррекция.
Одно только непонятно. DXY у нас идет с задержкой с криптой или вместе? Есть ли какая-то здесь раскорреляция или нету? Вот что. Пока здесь ничего не понятно. Ну, на дневке здесь вот мы топчемся у этого вот ключевого блока. Мало ли, может мы придем к середине канала и сделаем потом движение вниз. Посмотрим, конечно, понаблюдаем. Но хотелось бы увидеть еще одно движение вниз. Где-то примерно в диапазон там 90 пунктов, где-то вот так вот сюда вот. 97, вообще было бы шикарно. Ну и шикарно было бы, вообще шикарно, это если бы мы упали в диапазон 93 пункта. Но дадут ли это, понимаете, у нас у власти республиканцы, а им нужна крепкая национальная валюта и крепкий, конечно же, государственный устрой. Вот что им нужно. Вот этим вот негодяйчикам маленьким. Ну посмотрим. Мало ли. Мало ли, может быть и дадут. Но здесь такой вот у нас вырисовывается вроде бы как медвежий флаг. Мы его можем, в принципе, вот так вот разглядеть. Вроде бы как медвежий флаг. Это у нас неделька. И здесь могут, конечно же, вывалить они это дело все с канала. Также у нас есть некий флагшток, который свое берет начало с октября 2022 года. Это как раз у нас дно медвежьего цикла. И мы можем, в принципе, вот так вот свалиться. Вот, смотрите, как четко здесь у нас получается. Вот этот вот... Да, блин, что ж такое? Вот этот вот квадрат, да? Вот. Не знаю, понаблюдаем, конечно же. Вообще DXY ходит продолжительный период времени в восходящем канале. Вот, есть у нас здесь восходящий канал, начиная еще с 2008 года, с момента существования биткоина, можно так сказать. Вот. И здесь что-то у нас творится неладное. Почему они именно в этот период времени ведут DXY в этом вот канале, тоже непонятно. Но посмотрим. Мало ли, может мы в этом цикле шлепнемся в нижнюю часть канала. DXY я с вами рассматривал очень давно. Потом подсказал эту всю шнягу, короче говоря, Павелу Пшаве. Говорю, это ты посмотри на DXY. Он теперь начинает пилить ролики. Вот, короче, плагиатор этот Пшава. Кофе с молоком, шикарный вид. Ох, этот Пшава шалунишка, повторяет он за мной. Ну, ничего. Итак, и давайте еще посмотрим USDT. Давненько мы тут не смотрели его. Выходят, конечно, в доллар. Вообще было интересно наблюдать за Пшавой в 2023 году. Короче, смотрю, попал мне его канал в рекомендации. Смотрю, короче, чел такой себе сидит. Битка у него нету в портфеле. Капитал у него, конечно, крупный. Там был 700 тысяч долларов. И, в принципе, смотрю, он заходит в рынок на 5% от капитала. Потом он что-то там добавил, 7%, 10% и сидит. И я думаю, блин, человек же прошел не один цикл. Битка у него нет в портфеле. Говорю, да возьми хотя бы биткоин там, или возьми хотя бы какие-то там несколько альткоинов. Что ты сидишь? А он сидит и думает, что будет дело все как с Ридваном. Ну, он сидит и повторяет за Ридваном. Типа говорит, биток будет падать там на 18 тысяч долларов, на 20 тысяч долларов. Рынок будет падать, я ожидаю, короче говоря. Что он там ожидает? Какое-то маленькое движение. Вообще с таким крупным капиталом не купить биток на дне рынка, это просто был какой-то нонсенс. Я не знаю. Сейчас он, конечно, залетел на ФОМО. Он даже летом особо не набирал портфель. Там что-то чуть-чуть прикупил и все. Рынок начал расти буквально в декабре. И эфир относительно биткоина показывал вроде бы как разворотное движение. Но он поймал ФОМО и начал залетать уже на вот этом вот росте, который начался буквально у нас в декабре месяце. И теперь сидит в просадке. Это просто трэш. Я понимаю, там если ты старый участник рынка там, с 2021 года, ты покупаешь криптовалюту, ну, там где-то чуть-чуть прикупил, там, ну, ты засадился, в принципе, вот так вот. Но
Сейчас получается, что ты сидел, просидел дно просидел медвежьего цикла по биткоину, не взял биток с крупным капиталом и на фому влетаешь в какие-то альткоины. Итак, в принципе, что у нас тут? Эфир относительно биткоина дневка. 2 дня снижались, сегодня вроде бы чуть-чуть зеленый. Посмотрим, мало ли сформируют здесь уже вот такое вот днище днищенское. И, конечно же, мы уже длительный период времени снижаемся, смотрите. Вот у нас эта неделька, закрывается зеленая. Посмотрим, как у нас, будет ли уже здесь разворот или не будет. Уже просто-напросто длительный период времени мы в нисходящем таком вот движении. И здесь, я думаю, уже, наверное, падение все-таки заканчивается. Вот здесь уже все-таки, я думаю, падение заканчивается. Будут здесь формировать разворот. Также по поводу доминации USDT. Обновим. Что у нас здесь? У нас здесь вырисовывали медвежий флаг. Также здесь есть медвежий флаг. И видно то, что люди потихоньку, это у нас неделька, выходят из стейблов в криптовалюту. Мы видим 2 недели уже красные. 2 недели красные. Может быть такое, что у нас здесь медвежий флаг отработает, и мы опустимся по доминации USDT стейблкоина в диапазон где-то 3%. Это будет, я думаю, что уже пик бычьего рынка. Это будет пик бычьего рынка. В принципе, вот так вот. Если посмотреть на недельки, то мы здесь пробили восходящий тренд. Вот у нас был восходящий тренд, USDT, доминация USDT росла, и у нас такой вот восходящий типа цилиндр есть. Здесь у нас произошло небольшое пробитие. Пока мы здесь топчемся. Но может быть такое даже, что мы и не будем сильно опускаться в диапазон 3%. Может быть такое, что мы сюда опустимся опять же и будем здесь вот топтаться в диапазоне 3,9%. Это будет пик бычьего рынка. Потом в дальнейшем на медвежке доминация стейблкоина начнет расти, мы уйдем вот сюда вот вверх. Люди начнут массово переходить из криптовалюты в стейблы. И начнет доминация расти, наверное, в диапазон 9 как минимум процентов. Как минимум 9,5, 9,8, может быть на 10, на 12 процентов. В принципе, вот так вот. Пока здесь присутствует у нас здесь медвежий флаг. RSI у нас здесь ослабевает, тоже видно, здесь идет загибание. Посмотрим, понаблюдаем. Эфир относительно биткоина. Ну, это просто трэш. Смотрите. Раз красный месяц, 2, 3, 4 месяца подряд было красных. Аналогичная ситуация у нас была октябрь, сентябрь, август, даже июль и июнь. Здесь было 5 месяцев красных. Здесь 4 месяца красных. Вот у нас немножко было в ноябре зеленый месяц. Это был как раз тот самый маленький альт-сезон в декабре. Также в мае у нас, вот май, тоже зеленый месяц был. И вот буквально февраль, тоже зеленый месяц. Это как раз у нас были альт-сезоны. Это у нас был февральский движ. Тогда у нас Пепе двинулась. Также в мае был движ. У нас тогда ноткоин выходил. Тоже альткоины немножко росли. Ноябрьский движ. Мы его прекрасно знаем. Я думаю, что уже все его помнят. На нем уже залетали на криптовалюту. И вот ноябрь 2023 года тоже был движ. Многие говорили, что здесь уже эфириум относительно битка начинает разворачиваться. Но я в это не верил, потому как, здесь, камон, коррекция, смотри, 40%. Это же не коррекция нормальная. Вот здесь уже у нас нормальная коррекция прошла. Вот. 75% коррекции мы уже прошли. Да, конечно же, по времени все это дело затянули, но если есть уже коррекция эфира относительно биткоина на 75%, значит уже где-то скоро должен произойти здесь отскок. И мы можем даже вот с текущих уйти вот сюда, вот, примерно к ценам марта 2024 года. И здесь, смотри, уже будет 150% роста движения. Это будет достаточно для того, чтобы увидеть хороший полномасштабный альт-сезон. Нужно набраться терпения
И все у нас, я думаю, что получится. Конечно же, они это все дело затягивают. Мы ожидали то, что будет у нас там разворот уже формироваться в январе. Я, в принципе, предполагал, что он сформируется в феврале. И по всем временным интервалам он действительно должен был бы сформироваться в феврале месяце. Мы это вчера рассматривали с вами на стриме, особенно на доминации альткоинов. Но что-то произошло, что они не захотели формировать разворот в феврале. По всем временным интервалам и канонам у нас, конечно же, в феврале должен был быть разворот. Потому как, вот сейчас повторюсь, вот я неоднократно рассказывал, изучал все вот это дело. Это у нас доминация альткоинов, да? Халвинг биткоина 16 год. Проходит у нас 200 дней, альткоины капитулируют относительно битка. Они нащупают свое уже истинное донышко. Спустя 200 дней капитуляция, проходит 300 дней, альткоины восстанавливаются. 300 дней восстановления. И дальше идет альтсезон. 700 дней, ровно 700 дней от халвинга биткоина мы достигаем пиков. Дальше. 2021 год. Халвинг биткоина. 200 дней. Альткоины нащупывают свое донышко. Но здесь уже получается цикл чуть растянулся. 230 дней. Альткоины нащупывают свое донышко. 300 дней альткоины восстанавливаются. И 623 дня альткоины нащупывают свое пиковое значение. Это доминация, вернее, альткоинов нащупывает свое пиковое значение. Дальше. 25 год. Смотрим. Халвинг биткоина. Вот у нас 200 дней. Как раз 11 ноября. Даже 4 ноября. Альткоины нащупывают свое донышко. Капитулируют. 300 дней. Альткоины восстанавливаются. Это как раз у нас на декабрь. Тоже у нас должна была бы здесь быть коррекция, потому как у нас и здесь были коррекции, и в 2017 году тоже были коррекции. Я говорил, что, будет коррекция, я ее пересижу. Вот примерно вот такое предполагал, что у нас здесь будет какая-то коррекция, пускай там она продлится там 1,5 месяца. Восстановление, 300 дней оранжевая линия. И дальше рост альтов. Должно было произойти вот так вот. На это все дело у нас восстановление, там, допустим, середина декабря, коррекция середина января. И пускай с середины февраля у нас начинается сильнейший движ по альте. Но мы этого не увидели. На рынке уже есть некие сломы цикличности. И они присутствуют. Мы их уже, конечно же, видим даже на доминации альты. И мы уже стоим, смотри, 336 дней. Вот здесь вот. Мы стоим притом не в коррекции, а мы стоим в капитуляции альтов, в капитуляции. 294 дня. Может быть такое, что цикл растянулся, и в этом цикле мы видим капитуляцию альты не в 200 дней, как это было бы, допустим, вот здесь вот в ноябре, в октябре, а в 330 дней. Может быть такое. Дальше у нас, в принципе, должно быть восстановление альты и альтсезон. И альтсезон на протяжении, там, допустим, 600 дней после халвинга биткоина. Да? Вот 600 дней после халвинга биткоина. Вот мы смотрим биток, халвинг. И 600 дней. 533, 508, 600 дней. Это как раз у нас где-то примерно, это уже пиковое значение. Припадает на конец ноября 2025 года. Вот. Даже если учитывать то, что у нас здесь должно произойти уже восстановление, то я думаю, что на это все дело у нас должно уйти примерно 180 дней. До 22 сентября, я думаю, что мы должны по-любому восстановиться по альте. А там дальше осенью будет там еще какой-то пик по альте. Вот 180 дней, это как раз вот этот вот период времени, за который мы должны что-то увидеть. Если мы этого не увидим, то понятно, что альткоины потихоньку сползают вниз, идут, падают, вплоть даже тут до 2% с половиной. И мы просто видим скам. Разные скамы, такие как Vega протокол, Оки монетка. Вот там еще разные проекты у нас поскамились. Большинство проектов соскамились. У меня, например, в портфеле соскамилась Оки, делистинг с биржи, Binance. Еще там TRX20 я с него выскочил, конечно. Может еще каких-то там пару проектов.
нужно посмотреть. Не, ну вроде бы они скорректировались сильно, но скама там нету. А Оки это 100%. Там $1000 было потеряно на Оки. Монетки Оки $1000 потерялось. В принципе, вот так вот. В принципе, друзья, вот так вот. Что касательно альт-сезона, я думаю, что вот эти вот 180 дней нужно переждать и посмотреть. Ну, не верится просто в это, то, что будут скамить всех. Ну да, многие в комментариях пишут, типа, скам. Всех соскамят. Ну, блин. Мы приняли риски, зашли сюда в этот рынок, придется с этим просто-напросто смириться и все. Если соскамят. Ну, а если даже не соскамят, я думаю, что эфир относительно битка, если даже и сделает отскок, хотя бы вот такую вот свечку нарисует, да? Вот, смотри, за месяц что он может сделать? 36%. Это будет, я думаю, достаточно для восстановления портфеля. 36% это мы придем к значениям ноября. Даже здесь уже получается 60%. 36% это у нас значение января. То здесь мы уже увидим какой-то альт-сезон. Осталось буквально недолго. Ну, я думаю, что вот так вот, ну, сюда навряд ли это все дело потечет вниз. Но если потечет, в следующем цикле явно никто сюда бабки не понесет. В принципе, вот так вот. Вот такие вот у нас, друзья, дела. Будем наблюдать. Полные портфели уже сформированы данных альтов. Все у нас уже шикарно по красоте. Вот что. Так что ожидаем, наверное, разворот, и все у нас будет хорошо. Набираемся терпения. Конечно же, очень тяжело на этом рынке. Очень тяжело. Я думаю, что все будет у нас хорошо. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем пока, до связи и мирного неба.